Привет! С вами Анастасия, и сегодня я приручу, изучу и покажу вам нового динозавра для арка – Кархародонтозавра. Это последний из существ для Ark Survival Evolved. Больше новых динозавров не будет, если у разработчиков вдруг не зачешется левая пятка. Карха – это динозавр семейства Кархародонтозавриды. К этому же семейству принадлежит и гигантозавр. И, как и гига, Кархародонтозавр увеличен по сравнению с оригиналом в 1,5-2 раза. На самом деле он был размером чуть меньше тираннозавра. В игре же Карха – это гигантский кровожадный хищник, один из сильнейших динозавров наравне с привычным гигантозавром. Он способен разорвать практически любого противника. Каждый его укус накладывает дебаф, который делает лечение менее эффективным, а его рев способен ускорить союзников. С каждым убийством сам Кархародонтозавр начинает наносить гораздо больше урона и двигаться быстрее. Приручается существо в 2 этапа. Первый – его нужно накормить. Питается Кархародонтозавр тушами убитых игроком животных. Важно! Динозавров нужно убивать именно игроку, оружием ближнего или дальнего боя. После чего надо принести Кархародонтозавру тушу. Он принюхается, и тогда ему можно отдавать тело. Кстати, нетерпеливый Карха может вырвать пищу из рук игрока, при этом нанеся небольшой урон. Так что желательно на всякий случай одеться в хорошую броню и кинуть рядом пару спальников. Каждая скормленная туша приносит определенное количество прогресса доверия. Шкала заполняется медленно, а падает очень быстро. Поэтому стоит приручать Кархародонтозавра вместе с большим количеством динозавров. А еще лучше с запасом прирученных существ, которых не жалко пустить под нож. Выгоднее всего носить ему мелких и средних хищников. Например, от одного медведя шкала приручения заполняется почти на 2/3. Безопаснее будет загнать Карха в ловушку из металлических ворот. Но есть минус. На момент релиза динозавр иногда багается в ловушке и не хочет есть тушу даже после того, как проиграет анимацию принюхивания. Поэтому удобнее, хоть и сложнее, приручать его без ловушки. Главное очень быстро бегать и иметь под рукой летающую живность с высоким хп и скоростью. Когда шкала доверия заполнится, на Кархародонтозавра можно сесть верхом. С этого момента начинается непосредственно приручение. Нужно будет с помощью Кархародонтозавра убивать диких существ. И каждый убитый динозавр приносит прогресс приручения, а каждый пропущенный удар снижает эффективность. Поэтому имеет смысл нападать только на мелких и средних существ, а крупных хищников и большие стаи лучше избегать, чтобы они не нанесли урон и не сбили эффективность. Обратите внимание, что на приручение дается всего 10 минут, поэтому нужно успеть набить нужное количество существ. После приручения статистики у Кархародонтозавра снижаются почти как у гиги. Дикий он сильнее, чем прирученный. Но снижаются они не слишком сильно, в основном режется здоровье, а урон остается почти таким же высоким. Вводится Кархародонтозавр почти на всех сюжетных и неканоничных картах, кроме Genesis 1 и Выжженной Земли. Согласно английской вики, спавнится он в тех же местах, что и гигантозавры. Если, конечно, англосообщество не просто скопировало карточку гиги для Кархародонтозавра. Седло открывается на 96 уровне. Оно делается в верстаке и требует 500 кожи, 350 волокна, 180 металла и 20 хитина, кератина или фрагментов панциря. У прирученного Кархародонтозавра есть несколько умений. Первое – удар хвостом. Существо резко разворачивается и бьет всех окружающих врагов шипами на хвосте. Второе – усиление своих ударов за счет количества убийств. Для этого у Кархародонтозавра есть счетчик. Каждый килл увеличивает урон динозавра. Максимально в 2,75 раза. Кроме того, после убийства на 10 секунд Карха увеличивает скорость передвижения. Догнать этот счетчик можно до 100, а во время простоя количество убийств медленно понижается. Счетчик обнуляется, если убрать существо в криокапсулу, а потом его выпустить. Третье умение – рев, который ускоряет союзников. Он напрямую зависит от счетчика убийств. Для накладывания бафа на союзников нужно, чтобы в нем было не пусто. Длительность бафа зависит от количества убитых существ.
При одном убийстве усиление наложится на 5 секунд, а при сотне на 55 секунд. Каждый рык обнуляет счетчик. У счетчика есть особенность. Его нельзя набить рыбой, трилобитами и прочей мелкой водоплавающей живкой. При этом насекомыми и водоплавающими животными покрупнее уже можно добавить себе убийств. Четвертое, самое базовое умение – обычный укус. Каждый сопровождается дебафом. Он длится 10 секунд и снижает эффективность лечения соперника. Я проверила, насколько конкретно снижается эффективность лечения. Например, в моем случае стандартная хилка восстановила мне 40 хп без дебафа. А с дебафом она же дала мне лишь 32 хп. С учетом погрешности, снижение эффективности лечения составило примерно 20%. Забавно, что кархародонтозавр очень похож на гигантозавра внешне. У них почти одинаковый размер и схожие пропорции. Хотя новичок все-таки выглядит чуть компактнее. Логично, они ведь из одного семейства, хоть и увеличенные в несколько раз. Но при этом технически Карха и Гига отличаются кардинально. У новичка нет привычного кровотечения, зато он может бафать союзников подобно Ютику и разбрасывать врагов хвостом, как Рипер. Плюс он бегает быстрее, чуть проще разворачивается, а его укусы не дают врагам эффективно лечиться. С другой стороны, кровотечение Гиги может пробить кого угодно, даже големов. И урона она наносит значительно больше. Например, я провела тесты, и получилось так, что гигантозавр первого уровня бьет по манекену 80 очков урона. При этом за секунду он успевает ударить 2 раза, и суммарно получается 160 очков урона в секунду. А кархародонтозавр наносит только 42 урона за один укус, и кусает он реже, чем Гига. Соответственно, урон кархародонтозавра составляет всего лишь примерно 26% от чистого урона гигантозавра без кровотечения в секунду. Почти все остальные характеристики у гигантозавра тоже лучше. У Гиги первого уровня на 1000 больше здоровья. Она может носить на 50 кг больше веса и имеет на 4000 выше оглушения. Зато у кархародонтозавра больше стамины на 80 единиц. А остальные характеристики одинаковые. Короче говоря, Карха не может заменить Гигу. Но и Гига не заменит кархародонтозавра. Эти два существа могут выгодно друг друга дополнять в одном трайбе, если им найдутся свои задачи. А как самостоятельное существо, кархародонтозавр довольно интересен и действительно способен разнообразить игру, особенно с такой необычной механикой приручения. Ну и еще он просто шикарно выглядит. Все эти шипы, пятна на шкуре и яркие расцветки способны покорить любителей экзотики. Особенно будет интересно посмотреть на ивентовые окрасы. Это все, что я пока могу сказать о кархародонтозавре. Возможно, обновления еще внесут изменения в его умения и механики, как это было со многими новыми существами, например, с ястребом фьордов. Пока что этот динозавр мне действительно нравится. Это еще один большой хищник из реально существовавших, который получился довольно обаятельным. А если вам понравился мой обзор, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я буду очень рада вашей активности. По ссылке в описании вы можете найти мое выживание на карте Фьордур, а еще скоро я начну выживание с глобальными модами. Всем пока, хорошего дня и спасибо за просмотр.